Кому-то надоедает, кому-то наоборот по кайфу. Я это уже сказал. Сурки просто охуительные, журавли потрясающие. Съели? Мы ели говно. Отличная история. Ёбаный металл, выкованный в сердце умершей звезды. Никакого интернета. Второй день в Монголии. Хуй знает где. Я уже сейчас чувствую, что это в моей жизни оставило глубочайший след. Это такая ужасная история, что... Расскажи, Мы пожалуйста. любим ужасные истории. Просто когда я принимаю людей в группу, я измеряю черепа. Ну что, начинаем с рубрики «Дебильные вопросы». И у группы Джарс постоянный состав — это Антон. Почему так? Расскажи, пожалуйста. Еще раз, ребят, еще. В смысле? Пожалуйста, еще раз вопрос. Еще раз, с самого начала? Можно подумать, как бы. Ну, блин, Мне часто выпадает второй шанс. у меня не получится второй раз так. Давай я. Итак, читаем с рубрики «Дебильные вопросы». Что-то там, блядь, забыл вопрос. Тут про Антона, короче. Почему, Антон, ты один... Почему ты один такой классный? Да. Ты что, он то уволен, как бы. Нет уж, я оторвусь, блядь, на это. Я могу развить вопрос. У тебя синдром перфекциониста, как у Трента Резнора, или просто не случается как-то так собрать людей, с которыми можно все время играть? Просто не случается, и к тому же я, типа, очень люблю ездить в туры. Ну, в принципе, многие любят ездить в туры, как бы, но не каждый свой отпуск, как бы. Готов положить. Положить что, хуй на следующий выезд. Не, мне когда он сказал, не каждый свой отпуск готов, и я продолжил положить на то, что ты, ну, бля. Не, я верю, что не каждый... Ну, то есть это все началось еще там году 2013-2012, когда вот у нас впервые отвалился гитарист, точнее, ну, типа, я сказал, Костян, мы больше не будем играть, потому что там уже я собрался забивать третий тур, и сказал, чувак, я хочу вот хотя бы следующий отпуск, чтобы он был мой, как бы. Ну, то есть просто у кого-то нету времени, с кем-то ссоримся, с кем-то, ну, кто-то сходит с ума. А ты все свои отпуска проводишь только в гастролях, я так Но понимаю. я еще кучу времени не работал просто, ну, и мы еще, правда, это когда я не работал, еще совпало с тем, что мы особо не ездили. Ну, не знаю, я просто стараюсь максимально ездить, как бы я стараюсь максимально все это отдавать. Мне это наиболее просто интересно и все. Кстати, да, вы одна из самых хорошо гастролирующих вообще независимых, скажем, групп в России, при том, что вы, имею в виду, гастролирующих по миру, при том, что вы поете на русском. Как это у вас вообще получается? Так мы как запели на русском... Нет, мы 2 раза гастролировали по... Ну, там самое дальнее мы до Берлина доезжали. Ну, это, ну, так. Да на самом деле по барабану, как бы. Можно хоть на выдуманном языке петь, все равно ты доедешь до Берлина. Ну и дальше, если хочешь. Хочется Да, не дальше? связано с Да, языком. конечно, мы сейчас работаем над этим. Какой-нибудь вообще американский тур, например. Американский тур пока Почему? не в ближайших планах. Ну, можно сделать, но там просто свои подводные камни, пока ближайший план доехать до другого конца. Мы сейчас до Владивостока доехали, теперь хотим доехать до Лиссабона. Зимой. Тоже на газете «Смерть». Да. Ништяк.
Ну чё, как, Сань? Хорошо, мне все нравится. Нравится? Да. Это подозрительно. Да, в смысле? А вы заметили, что мы все втроем носатые мужики? Ну что, вы мужики, я заметил, да. Просто когда я принимаю людей в группу, я измеряю черепа. Черепа. Черепа и носы. Потому что вы панк-проект. Когда в поп-проект принимают людей, у них обычно другие части измеряют. Да. А у вас свой А знаешь подход. зачем? Вот как ты думаешь, где все остальные музыканты? Мне нужно просто пополнять коллекцию черепов. Слушайте, ну а все-таки вы же начинали петь по-английски, а теперь поете по-русски. Как это Ну вообще просто я был произошло? маленький и тупой, а сейчас стал взрослый и тупой. Это меняет лингвистические предпочтения Да. с возрастом. Ну да, просто отпала способность к языкам. Все. Достается только на русском. То есть это не связано с тем, что у тебя появились какие-то там глубокие мысли на русском языке, которые на английском нельзя выразить или еще Глубокие мысли. Я люблю. Котому следует факт. Не, на самом деле, я уже там не раз это говорил, что меня просто перестал вставлять английский, как бы, ну, не знаю, возможно, это типа желание получить какой-то отклик со стороны, желание получить фидбэк, то есть поешь на понятном языке для других и заодно для себя, но я просто самому мне не по кайфу на английском и все. Я помню, что когда я впервые... Ну, я тогда еще в другой группе играл на гитаре, в группе Harms. Мы поехали вот с группы Jars, тогда еще с другим составом, в маленький тур, там Воронеж-Брянск. И я впервые попал на концерт группы Jars, когда она начала петь на русском языке. Я подумал, что это просто раза в 2 больше мощи добавил. То есть как будто наконец камень заговорил. Это вот что-то вообще невероятное. Лучшая группа стала еще в 2 раза лучше. Да, так и есть. Давай, можно у тебя немножко позаимствовать пиваса? А, да, конечно. Ну, можно я у тебя немножко? Да, В конечно. смысле, я у тебя позаимствовал пиваса, а не ты у меня. Да, мы вообще его спиздили у вас из холодильника. Давайте начнем с этого. Ты говоришь, что у тебя было то больше работы, то меньше работы. Я вообще нашел в каком-то интервью, ты говорил, что ты работаешь курьером. Это до сих пор актуально? Нет? Нет, это тоже не актуально, но это было круто. А сейчас что? Но сейчас я пишу тексты, я избегаю... Ну, я не стараюсь не говорить, что я работаю журналистом. Я просто получаю деньги за то, что пишу тексты. Мне кажется, журналист это нечто более крутое, как бы, чем я. Этим можно зарабатывать в России, в смысле музыкой, или невозможно вообще? Не, новостями можно, музыкой тоже можно. Но Ты пока, ставишь себе такую цель? А? Ставишь себе такую цель? Ну, было бы круто, тогда вообще бы не пришлось запариваться. А как считаешь, с вашей музыкой это возможно? Конечно, Или- у нас самая лучшая музыка во вселенной. Нет, это я знаю, я имею в виду, насколько публика вообще в России в целом к этому готова, к такому. Да слушай, у нас тут вообще какой-то этот самый фронтир, Дикий Запад, Целина. Что еще есть такое? Никто не знает, к чему кто готов, как бы, и все может сработать. Кстати, ты сказал Дикий Запад, но я не могу не спросить вас про Дикий Восток. Расскажите про ваш тур на Газели. Особенно интересует Монголия. Особенно, в частности, интересует костры из говна, да? Ну, Паш. Говно. Так. Мы ели говно. На самом деле нет. отличная история. Следующий вопрос. Больше нам Я ничего не только надо. ради этого задал этот вопрос. Фишка в Монголии в том, что у тебя нет деревьев. То есть, если ты хочешь там сделать кипяток, разжечь костер, погреться, не из чего. Деревьев Там нет ни деревьев, да. ни кустов, вообще ни черта. Ни типа хвороста набрать, ничего такого. Но много говна. Потому что там ходят животные, типа коровы, там лошади. Валы. И я подумал, что типа, они же едят траву и больше ничего. Соответственно, трава, типа, она же выходит, и она должна гореть. Я, не знаю, как это нормально описать, но сейчас я в Монголии, и я собираю говно. Говно. Это еще не все. Мы просто собираем говно, чтобы разжечь костер и сделать себе еду. Самое смешное, что у ребят получилось разжечь говно.
И реально, в смысле, говно горит, ребят. И вот я думал, так, поесть говно. Надо как бы... Как эти две мысли объединились в одну? И вот они объединились, что... Короче, мы из этой херни сделали костер и накормили всех. Вот. То есть все сработало. Да, все сработало. Мы Офигенно. сделали Твои говно. мечты стали реальностью. Да. Блин, это офигительно. А расскажите, как вы на «Газели» ехали по степи, по бездорожью вообще? Ну, тяжело ехали. У нас... Она как раз после этого начала ломаться. То есть у нас сначала последовательно лопнули 2 колеса, причем «Газель» нас, типа, как это сказать, помиловала. Нет, Вывезли нас из лютого леса с психбольницы. Нет, подожди, какой лес? Нет, я не об этом, ты Ты немножко тоже вперед. окей. Но 2 дня мы выезжали, 2 суток мы выезжали по степям, и там только 1 раз сломался этот бензонасос. Это, кстати, прикольно, потому что он загорелся внутри бензобака. Да, почему-то никто не Почему-то погиб. никто на это Да, не это обратил прикольно. Да. Я узнал об этом только сейчас. Подожди, Нет, ты- Денис про ты- это ты- говорил, ты когда уже- у нас отвалился бензобак сам. Он говорит, что почему вы испугались, что отвалился бензобак. У нас до этого горело там что-то внутри бензобака, и вам всем было Но я пофигу. фильтровал, видимо, как-то информацию.
Антон, сколько пивка ты обычно выпиваешь за день? Ой, не знаю, ну, как пойдет. Я бы поехал туда. Любимая. Зачем ездить в такие большие туры? Так далеко. Много людей ходит. Какие-то деньги вы зарабатываете. Что вы от этого получаете? Да, чуваки, дайте я скажу, короче. В общем, мне кажется, что турчик Москва-Владивосток — это вообще лучшее, что случалось лично со мной в жизни. Это просто нереально что-то, что я уже сейчас чувствую, что это в моей жизни оставило глубочайший след. И моя жизнь изменилась навсегда. Вот. Окей, это было легко? Очень легко, очень легко. Серьезно? Ну, да. Когда я уже был во Владивостоке, мы сыграли последний концерт. И у меня было такое ощущение, что, ну, в общем-то, как бы, ну, я не устал. Хочется еще. А земля кончилась уже, дальше Тихий океан? Да. Это мы шутили про это, что все, дальше уже не понятно, куда ехать. Ну, то есть, первую неделю ты едешь, ты такой устаешь, что-то заебанный такой, что-то там, блин, там спина болит, в «Газели» спать неудобно, там, ой, канц, там, вот. А потом ты как-то привыкаешь, находишь сук 20 пост, как приятно, можно удобно поспать, там, шапку научился подкладывать под стекло. И концерты каждый день играешь с гораздо большей отдачей, и все равно не устаешь. Ну, то есть, не знаю, какая-то мышца накачивается, наверное. Короче, долгие туры — это легче, чем короткие, это точно. Короткий тур на 3 города, ты успеваешь заебаться и не успеваешь как-то кайф словить. А на... Сколько там у нас было? 19 градусов? Как раз самое то. Но на удивление мы не остались, кстати, в минусах. В принципе. Я был очень удивлен, когда мы отыгрываем последний концерт, и Антон подходит и кладет передо мной денежку. То есть это было прям... Ну, то есть никто... Мы заработали! Да. Да нет, ну вообще это совершенно не подлежит рациональному описанию, это не нужно. Во-первых, как бы кто делает такие большие туры, какие-то большие группы, но условные там. Я знаю, что мы проехали там немножко по следам Пассажа, потому что в Иркутске мне рассказывали, что они играли по следам макулатуры. Никто такого не делает, как бы, а никто на DIY уровне этого не делает, тем более, как бы. Это скорее личный такой экзистенциальный опыт, как бы, и плюс это как раз такое построение, попытка как-то что-то вкинуть в сцену снизу, что если мы поехали, то, может, еще какие-нибудь чуваки поедут, и еще там другие чуваки поедут, и куча всех людей начнут ездить, как бы, и наладится связь. У меня лично осталось очень прикольное ощущение, что я до этого думал, что где-то вот за Уралом как бы все заканчивается, сцена, что-то интересное. На самом деле там все, блядь, только начинается. На самом деле там все очень-очень круто, то есть там какой-нибудь Томск, просто очень крутой город. Очень крутых групп, там очень крутые ребята. То есть есть вообще где-то сцена, кроме Москвы и Питера? Да, вообще офигенно. Конечно, есть. Я бы вообще сказал, что там, ну, за Уралом такая сцена, ребята, офигеть, просто кайф. Дай бог им всем здоровья. То есть, получается, они ездят... Во Владике офигенные группы, вообще крутые. Там вот ребята из Хабаровского Трейк, мы с ними ездили, тоже, ну, офигенная группа, просто мирового уровня. Вот. Их полно, очень крутых групп вот в этих городах. А мы даже как-то, нам эти города кажется, что ну там типа где-то далеко, хрен знает, что там происходит. Очень круто. И круто, что короче, это очень хорошо сбивает спесь. Это дело даже... Потому что Москва это полная хуйня. Москва пошла нахуй. Ну, нахуй сраную Москву. Ну и как-то, да, может быть, как-то это действительно объединит все, и проехать от Москвы до Владика и обратно будет, ну, чем-то... Ну, такая достаточно какая-то обыденная история. Ну да, потому что это несложно, ты, в общем-то, сильно в минуса не уходишь. Куча крутых городов, куча крутых концертов, людям интересно. Ну, то есть это не экстрим, это нормальная тема, почему нет? Ну, это занимает месяц, ну ок, в общем-то. Месяц можно по европейской части кататься, а можно далеко поехать. И там будет гораздо круче. Антон, расскажи, пожалуйста, про новый трек, который сегодня вы сыграли. Что это за трек? Чем он отличается от всего, что было на предыдущем альбоме? Куда вообще вы движетесь в плане звука? У нас нет плана. У нас есть план поехать в Лиссабон.
у нас вот и не только это новый трек, который мы сегодня сыграли. Вообще у нас есть несколько новых треков, и они все очень разные. То есть... Я говорю, мы работаем по схеме «Господь узнает своих». Мы сейчас придумаем все, что придумывается, а потом разберемся. Да. То есть вот этот трек, он такой прямолинейный, такой с прямой бочкой. Вы просили какой-то новый трек, вот вам новый трек. Спасибо. На него получилось написать. Нам понравилось. Спасибо. Да, есть совершенно разрушительная, очень страшная песня, но у нее пока нет текста, поэтому ее не играли. Но она совершенно не такая, она как раз... Это какая? Которая та-та-та-та-та? Ну, которая как удар по еблу. Вот так вот они узнают, объясняют друг другу название песен. Да, танто, именно так. Ну чё, заебись, да? Есть топчик? Вова, что такое? Что с тобой? Нормально, я видел, что ты просто вот так вот камерой делал. Сначала вот так, потом... Вот как-то вот так вот, да. Саша, ты как вообще попал в этот коллектив? Я помню, что ты раньше играл какую-то музыку более добрую, светлую, мягкую, нежную. Что случилось? Ну, мне давно нравилась группа Джарс. С первого концерта, как я попал, я
попал и полностью был поражен тем, что происходило на сцене. И с тех пор я помню, что у меня брали интервью с тех пор там и для телека там несколько раз. И каждый раз спрашивали, какая сейчас самая лучшая в России группа. Каждый раз я отвечал, что это группа Джарс. И каждый раз меня переспрашивали, группа Джаз? Мы сегодня, кстати, когда сидели в столовой, я обедал, там играло радио Джарс, знаете? Ну, и потом я просто помню, что был какой-то момент, когда начался какой-то кавардак в составе, когда Сережа Болотин ушел, что-то такое. Кавардак. Да, и я Антону тогда впервые сказал, что типа, Антон, если что, там, зови меня, все такое. Я помню, что Антон тогда очень смешно сказал, он такой заглянул мне в глаза и спросил, а ты охуенно играешь на барабанах? Это вопрос, который очень ставит на место. Ну, после какой-то момент Антон меня позвал, ты полгода назад где-то, да. Я просто понял, что ты охуенно начал играть на барабанах. Да. Вот. Ну, я подумал, ё-моё, в лучшую российскую группу меня зовут поиграть на барабанах. Офигеть. Такой шанс нельзя упускать. Мировую? Мировую. Да, мне кажется, Саша стал играть охуенно на барабанах, да, именно с приходом. Да. Ну вот да, прям, Саша, ты просто охуел. Ты охуел, Саша. Спасибо, ребят, спасибо. Это комплимент, да. Почему ГИФ алюминиевый? Отвечает Александр Друзь. Потому что это ёбаный металл, выкованный в сердце умершей звезды. Что может быть более поэтичнее. Не, я могу проще ответить, потому что это просто охуительно. Вот. Музыкант говорит проще. Вообще, как по саунду заморачиваетесь, или у вас все так шумно, потому что, типа, вообще похуй, фан, все Слушай, ну мы такое? рассчитывали это 10 лет. Я рассчитывал это 10 лет. Когда начал учиться в Бауманке, как бы я подумал, так, коэффициент диссонансов. Да. И вот мы имеем то, что имеем. Нет, конечно. Просто у меня даже педалей нет. Я взял эти педали на студии. Ну, это же, наверное, какой-то осознанный подход, что Да, ты не конечно, хочешь играть потому педалями. что- конечно, потому что я обычно играю пьяный, как бы, и они ломаются, я не могу их потом починить, как бы, во время концерта. Это неудобно, как бы, проще без педалей. А зачем сегодня они были нужны? Потому что, ну, они тут были. Это были не твои педали. Да. Их Стас, по-моему, принес. Да. Ну, он их не принес, они здесь были просто. Типа, Ну, это- типа, есть, берешь, нет, играешь так. Ну да, то есть, как бы, у меня очень простые запросы, точнее, у меня нет их. Точнее, единственный запрос это, типа, встроенный перегруз на усилителе, а там уже все получится. И чтобы громко было. Можно я тут добавлю, поскольку просто я типа новый человек в этой истории был, поэтому меня какие-то вещи очень удивили. То есть то, что у Антона отсутствуют педали, а у меня басиста при этом была педаль, у Вовы басиста была педаль. Меня это очень удивляло. Типа гитарист без педали. У тебя их должно было типа, быть еще 10, чтобы было совсем смешно. Вот да. это Даже было, у Саши да, есть смешно. педали. Кстати, да. Да. Даже две. Как-то это было, и мне запомнилось во Владивостоке, это был последний концерт, как мы общались со звукачом, было просто требование к звукачу в клубе, все максимально громко. То есть как-то это, с одной стороны, как бы типа слишком просто, да. С другой стороны, мне кажется, это наоборот сложно в каком-то исполнительском плане, потому что все получается как-то больше на эмоциях, на том, как ты чувствуешь людей, с которыми ты играешь. Вот. Сделай все максимально громко, а Господь там разберется. Да, Господь знает своих. Это то, как мы сейчас новые песни пишем. Ну, а вы, кстати, как вы их пишете? На записи такой же подход или что-то все-таки? Мы их еще не записываем, мы просто их сочиняем. Ну, окей, последний альбом вы когда писали... О, нет, там был никакой... Это такая ужасная история, что... Расскажи, Мы пожалуйста. любим ужасные истории. Я понял, что я не способен играть на акустической гитаре, и на своей гитаре тоже, в принципе, не способен, как бы. Я понял, что это просто... Песни по 9 минут, это просто ужасно. Это самая тупая хуйня, которую я в жизни придумал. Зачем, блядь? Потому что ты Надо песни по записываешь 90 её минут. целыми дублями, как бы, а потом ты на 8-й минуте лажаешь, как бы, и начинаешь, блядь, записывать заново, как бы. А у тебя 5 дорожек в песне, короче.
идти домой, нам некуда идти домой, нам некуда идти домой. Короче, мы не знаем, куда мы движемся. Мы движемся в Лиссабон. Круто. А потом Удачи вам домой. в вашем пути. Спасибо. Не, правда круто. Спасибо. Круто, чуваки. Спасибо. Yeah. Оп. Ну, смотри, почти вчистую получилось. Паша, Круто, стоп. да. Всем спасибо. Смена окончена. А мне интересно, как мы будем закрывать студию, если Стас ушел домой? А мы здесь будем ночевать, ребята.